То ж интерес вокруг нового DLC поубавился, появилось много вопросов, где продолжение захвата мира за Люксембург, и вот оно. Мы с вами наконец-таки продолжаем третью часть. У нас на дворе 8 июня 1941 года, и если вы не помните, то советую все-таки заценить прошлые две части, где мы с вами из небольшого Люксембурга выросли в страну, которая контролирует Францию, Британию, Испанию, Америку, Канаду и еще ряд стран по всему миру. Проще говоря, мы являемся своеобразным мировым гегемоном. Правда, мы до сих пор состоим в оси, где и Германия, и Италия. И перехватить главенство над Альянсом я не могу по двум причинам. Первое, нам не хватает людей. Вторая, они противостоят против Советского Союза. А третье, это было бы слишком легко. Поэтому я сейчас перевожу свои войска из Америки, и мы вдарим по оси. Ну, естественно, перед этим выйдя оттуда. Это несколько усложнит ситуацию, потому что там гаранты Японии, но кто знает, вдруг Япония согласится принять нас в альянс, и тогда мы сможем объединиться даже с японцами, разгромить ось, потом разгромить Советов, а потом на финалочку еще и Японию скушать. Играем мы с вами, конечно же, на Iron Man с работающими ачивками, ну и версия 1.10.8. Как вы понимаете, сохранку со старой версии на новую, особенно с Iron Man, ты не перекинешь с такими сильными изменениями вдобавок к этому. Но по промке у нас 168 фабрик, 243 военных завода. Правда, проблема то, что эти заводы недавно к нам пришли, и в оснащении у нас почти ничего нет. Так что да, противостояние будет не из легких. И да, как же это выглядит красиво. Вот в новой версии ты вот так вот не сделаешь, не поставишь 70 с лишним дивизий в одну провинцию. А здесь без проблем. Они будут снабжаться, даже находясь в одной провинции. Да, вот такая вот новая механика. Как же раньше было проще со снабжением. Хотя сейчас на самом деле и интереснее стало. Давайте воплощать наш план. Выйти из альянса Ось. Отлично. Мы покинули этот альянс и теперь попроситься в альянс, да, к Японии. Отлично. Нам согласились. Ну и теперь можем спокойненько оправдывать цель войны против немцев. Конечно, там чуть долго, 40 дней, подождя на Италию, может быть, будет побыстрее. Нет, то же самое. Они везде, кстати, советников поставили, которые увеличивают оправдание. Серьезно? Неплохо. Ладно, немец, держи завоевание против Рейнской области. Мы не очень довольны гегемонией немцев, поэтому хотим их свергнуть. Все, оправдание готово, ну и давайте объявляем войну. Потенциальные враги — итальянцы. Ну что ж, кого мы будем призывать в это противостояние? Наверное, я бы не против сюда призвать британцев. У них потому что есть авиация, маломальские, вполне себе неплохая, кроме того, войска. Так что давайте. Будут на нашей стороне. А вот также, я думаю, имеет смысл призвать сюда и американцев. У них тоже хорошая авиация, которая нам не помешает. Пускай, да, они заберут вклад, пускай они будут здесь активничать, но нам это только пойдет в плюс. Собственно, стоит ли нам самим атаковать, это большой хороший вопрос. Ибо здесь весьма мощные границы, я сомневаюсь, что моя пехота пробьет, а... Нет, серьезно? Но все-таки из-за того, что, видимо, ее очень много, она бьет хорошо. Если что, то наш с вами шаблон — это 10к сапер карта, все. Больше ничего. Здесь нет, но мы продолжаем атаковать немцев. Хорошо. А в это время... Ох, немец уже до Киева дошел. Но ничего, советы, мы вам придем на помощь, мы вас поддержим, мы вам дадим шанс выстоять в этом деле. И, между прочим, может быть, даже сделаем котел. Кто его знает. Может быть, нам дадут сейчас пробиться и успеть сделать здесь хотя бы котелочек. Хотя, смотри, со всех сторон держат, а? Не дают пробраться. Ух, какие, да? Смотри, или дадут. Хорош. Небольшой котелок есть. Наше вторжение неплохо идет. Продолжаем улучшать при этом саперку. И самое прикольное, что у меня есть в дивизии от вассалов разведрота, но она у нас даже с вами не исследована. Да, такое тоже бывает. Ну и надо сейчас на самом деле себя аккуратненько вести, потому что у нас не так уж и много рекрутов. Хотя с другой стороны, что нам переживать? Это такая красивая финальная атака, где мы однозначно победим. И, кстати, серьезно, они не могут продавить. Я был лучшего мнения о британцах, но, видимо, зря. Германия объявляет войну Дании, и Дания вступает в Коминтерн. Серьезно, немец, ты чё? Тебе вот сейчас мало проблем? И Норвегия. И все они в Коминтерн. Прекрасно просто.
я прям это... Ладно, хорошо, немец. Ты очень вовремя решил туда пойти. Кстати, по потерям 167 тысяч. Немцев против нас всего 268. Хотя мы тут сейчас в котле закроем. В принципе, уже на неплохие границы достаточно вышли. Не так уж и долго еще до Берлина. Я так понимаю, мы в основном итальянские войска, кстати, да, здесь изничтожаем. Хотя нет, тоже всего 100 тысяч. Они, видимо, все-таки отступают. Мы не успеваем их прям захватывать. И, видимо, придется сейчас немножко постоять, пообороняться. А то мы уже начинаем нести достаточно большие потери. Хотя, с другой стороны, хоть и тяжело, но так это наше все идет и идет. Немец все падает, падает, уничтожается. Ну а по поводу воздуха, его, кстати, контролирует наша авиация. Это тяжелые истребители. Да, это именно тяжелые истребители, необычные. А тяжелые истребители, у которых у нас еще в запасах хватает, они очень хорошо преимущество в воздухе держат, так что норм. И да, стоило прекратить на время атаку, чтобы мои войска ротацию провели. Так сразу же на меня контратаки пошли. То есть немец вообще себя не жалеет. Ну и даже, наверное... А, нет, это немец. Я думаю, просто это итальянец. А, не, итальянец тоже и Венесуэла. Вау. Ладно. Если им нечем заняться, то пускай страдают. Вторая фаза атаки 10 декабря 41 года. И да, в целом, это вполне себе успешная атака. Кстати, британцы тоже смогли пробиться, хоть и с потерями, но до Эдинбурга дошли. Вообще, это их национальные земли, так что у них здесь даже хорошие бонусы действовать. Самое важное, чтобы просто британцы не капнули, а то будет весело. Немец сможет капитулировать, если их, то это, конечно, будет вообще веселье. Ну ладно, мы здесь котлы пока организуем. Нам, надеюсь, дадут это сделать. Да, отлично. Хороший такой небольшой котелочек. До Берлина уже рукой подать. Ну а, кстати, Советы смогли вроде по реке более-менее встать, но это очень странно. Вроде немец отвлечен на нас, но все равно Советы продавливаются. Хотя здесь, в этой версии, они еще были сильнее более-менее. Ну, посмотрите просто сюда. Здесь как бы по промке у немцев было, ну, по 130. С учетом того, что я отнял. И у Советов также. То есть шансы были, кроме того, по войскам примерно одинаково. Кстати, война с Францией. Я понял, я понял. Вот чего он желает, да? С Францией повоевать. Ну ладно, ладно, это твой выбор. Это твое решение. Я как бы к этому полностью готов. Давайте. Нету 24 дивизии как раз элитных испанцев. Кроме того, еще 24 готовятся. Так что не переживайте. Мажино мы с вами точно сохраним и не отдадим немцам. Кстати, вы когда-нибудь ловили такой баг, что я не могу военную пропаганду сделать, потому что мне показывают уже какая-то другая запущена. Хотя, как вы понимаете, последние 90 дней я ничего не запускал, да и, собственно говоря, не мог. У меня это уже давно проблема. Из-за этого я как раз не могу себе поддержку войны настакать никаким образом. Мне ее просто банально не дают сделать. Это немного грустно. Было бы неплохо найти все-таки решение этой проблемы. Немножко ручками я решил пробиться до Берлина. О, кстати, начали тормозить. У Берлина уже есть сопротивление, войска небольшие. Ух. Ну давайте, давайте, попытайтесь. Держите меня, сможете? Или нет? Чё-то как-то плоховато они это делают. Реально плоховато. Продолжаем. Ну-ка. А, вот здесь вот, да, пытаются. Тоже не дадим им ничего сделать. В атаку давай. Наверное, еще одну дивизию отсюда можно будет сюда в атаку отправить. О, все. Со всех сторон, по сути, Берлин окружили. И 29 января 42 года он наш. Немцы уже наполовину капитулировали. Британцы, кстати, тоже наполовину капнули. Ладно, вы помните недавно, что британцы себя здесь защищали прекрасно? Я тоже помню. Я не представляю, как вот это могло случиться. Хорошо. Ладно. Я думаю, что пора призывать, кстати, к этому противостоянию французов. Возможно, они чем-то нам здесь помогут. Давайте. Франция за нас. Наступление, кстати, здесь еще можно организовать как раз-таки испанской армады. Хоть они и на укрепление идут, но это испанцы, они справятся. Ну и, кстати, у нас войска так-то более-менее обучены. Давай тоже еще в одну атаку запустим. Просто можно такими небольшими пехотными атаками действовать, чтобы они накопили как раз подготовку и вполне себе неплохо благодаря этому атаковали. Провожу здесь небольшое укрепление весеннее.
Подготавливаю свои войска все до регуляров, а то они немного истощились, потеряли людей, как вы понимаете. Ну, 500 тысяч потерь у нас есть. Хотя, с другой стороны, это не такая большая потеря в обмен на то, чего мы добились. Ну и сейчас у нас везде более-менее регуляры станут. Кстати, да, у меня здесь, если что, американские войска, здесь остинские войска, здесь мои и здесь мои. На самом деле можно их и поменять. Ну ладно, рекрутов пока хватает, так что можно и ими поразвлекаться. Выставку здесь сделали британцы неплохую, также итальянцы продолжают меня раз за разом атаковать. У них, кстати, вполне себе есть шанс меня здесь все-таки пробить, неудобная здесь позиция. Ну а мы с вами даже немного отмежено откинули немца. Но в это же время советы так и не сдвинулись с реки. Более того, они вроде как потеряли еще новые земли. Да. Вот так вот. Немец на несколько фронтов без проблем воюет, а британцы, я не знаю, что они творят. Что-то пытаются. Ну что ж, немцы. Ваше время, видимо, прошло. У них 150 тысяч рекрутов максимум, уже 10% призыв. Промки не так уж и много. Давайте еще атаку. У нас уже обученные войска. Да, конечно, примерно половина атак безрезультатно, но несмотря на все это дело, мы сейчас здесь сможем, между прочим, котелок хороший организовать, если нам это дело дадут все-таки сделать. И это было бы хорошей новостью. Вот здесь вот сейчас, смотрите-ка, закрыть как раз и немецкие дивизии, и итальянские, да, нам спокойно это дали сделать. Прекрасно, все. Даже можем прекратить здесь атаки. Ну и, конечно же, не дать им все-таки возможность выбиться через них. Все. Потихонечку, так потихонечку, не торопясь. Немца мы с вами побеждаем. Вклад у нас, между прочим, 35%. Понятное дело, что советы здесь самые большие внесли, но что поделать. Думаю, хотя бы часть земель сможем забрать. А вот это уже неплохо. Советы высадились под Данциг. Немцы явно такого не ждали. И, пожалуй, хватит пока атаковать. А то сейчас всех людей потеряют. В июле 42-го Япония разобралась с Китаем. Ну и теперь мы можем призвать ее к этому противостоянию, но я смысла не вижу. Хоть и тяжело, и со временем не так уж и быстрым, но мы здесь одержим верх. Кроме того, рекруты еще в запасах есть. Это потому, что я меняю свои шаблоны на шаблоны там американцев или еще кого-нибудь, и ситуация в целом хорошая. Кстати, даже на автоплане удается делать небольшие котлы, и немцы, как видите, закрываются. Я даже удивлен этому. Ну и да, советская выставка жива-здорова, это прекрасно. А самое важное, что мы постепенно подбираемся уже к Вене. Сейчас скоро дойдем до Мюнхена. Ну и как там немец? О, осталось совсем чуть-чуть, еще 18%. И вы не поверите, но немец даже с советов здесь по реке продавливает дальше. Да, это с учетом того, что мы его активно отвлекаем, уже смотри, сколько земель забрали. А немец все равно никак не сдается. Советы, кстати, сколько потеряли уже? 7 миллионов солдат при таком раскладе. Ладно, советы, как всегда, даже тут слабые. Мне нравится, как мы аккуратненько зашли и чехословацкие крепости просто окружили. А теперь в вынужденных атаках пытаемся выбить. И вроде более-менее у нас это удается. Сейчас вот здесь вот будет котел. Отлично. Эй, подожди. Нет. Он пытается из котла выйти. Подожди, держи его из последних сил. Все, не вышел. Отлично. То есть здесь у нас котел чехословацких крепостей. Прекрасно. Немцы мы ослабили. Остается, между прочим, 2%. Что ж, победа близко. Хотя она даже ближе, чем я думал. 20-20 Кёнигсберг удалось захватить. Это как раз победная территория. То есть нам еще немножко, и немец падет. Самая ближайшая победная территория здесь, в Инсбруге, находится, но его пробить сложно, это горы. Так что придется найти что-нибудь попроще. Вот, например, сюда вот. Да, давай. Хотя можем еще и Лодзь попытаться, но Лодзь это к немцам особого отношения даже не имеет. Ладно, пускай будет. Все, бои за поле. У нас июль 1943 года, достаточно долго мы все-таки к этому шли. Из-за того, что я пехотную атаку вел, все, 19-20, поздравьте. Немец капитулирует. И у нас такие неплохие границы, кстати, с советами теперь. И остается нам разобраться лишь с Италией, и все. Это будет победа, а у итальянцев, между прочим, не так уж и много дивизий осталось. Так что вперед, к победе. Меня больше радует, как итальянец решил все свои войска с Турина увезти. Просто отдать, смотри, нам земли. Ну ладно, итальянец, пожалуйста. Также мы, кстати, в Венгрию пошли активненько. Сейчас как раз будем вклад увеличивать. У нас уже 43% есть, и я думаю, сможем еще больше добить благодаря этим битвам. Хотя все равно,
Советы очень много заберут под себя, но Советы это Советы. Они уже потеряли 10 миллионов солдат, офигеть. И у них еще есть почти 8. Да. Советы просто, знаешь, людей не пойми откуда берут и готовы вновь и вновь сражаться. Ой, как красиво все окрашивается в наш цвет, и вдобавок к этому уже 47% вклада, даже больше, чем у Советского Союза. Ну и мы уже капитулировали Венгрию, заодно здесь Хорватию задели. Сейчас еще Болгария здесь задета, Венесуэлу единственное никто не тронул, и вау. Ничего себе, здесь еще социалистическая Болгария восстала. Вот это, кстати, не очень честно, она сейчас заберет под себе всю Болгарию по итогу. Ну, ладно, как есть. С этим уже, видимо, ничего не поделаешь. Мы с вами взяли Рим, и у Италии еще немного остается для победы. А тут можете полюбоваться нашим вассальным люксембургским Китаем. Да, у меня подчинение здесь доросло до высоких значений, и так что в будущем мы можем спокойненько, так и неплохо у Японии все забрать под наш с вами вассальный Китай. Ну и да, до сих пор, кстати, я не могу прожимать ни одну пропаганду, хотя времени прошло много, политика есть, а мне все равно пишут, компания запущена, и она еще не закончена. Ну и почти финалочка с Италией, 2020 уже есть. Еще какую-нибудь победную территорию одну забрать, либо же просто несколько провинций. Ну, увидите, да, что здесь творится. Лео Бельгикус, наш с вами великий. Просто уже большую часть всего захватил. На Балканах здесь тоже, с Болгарией почти завершили. Кроме того, итальянцев, смотрите, как далеко отодвинули. Когда-то итальянцы и немцы были нашими союзниками, но времена меняются. И старые друзья становятся врагами. Видимо, в сентябре 43-го нас ждет окончательная победа. Да. 3200 у нас, 2300 у Советов, так что мы успеем наделать вассалов и забрать немало территорий под свой контроль. И вот он мир. 11 сентября 1943 года можете полюбоваться нашими территориями. Германия сохранила большую часть земель, немножко лишь польских территорий отошли Советскому Союзу, а так Советы пробрались на Балканы. У них теперь здесь неплохой союзник и, конечно же, ряд вассалов в не самых удобных местах. Но Италия наша. Германия наша, притом наши старые союзники теперь просто наши вассалы. Кроме того, большая часть Балкан тоже под нашим контролем. Правда, здесь Австрия небольшим красным пятном засела, но с этим ничего не поделаешь. Кроме того, я думаю, что Дания, Норвегия выйдут в скором времени из Советского Альянса и будет попроще. Британцам же я вернул Шотландию. Да, есть еще Ирландия, но сюда успели раньше Советы. Хотя, думаю, и так британцы весьма благодарны, я им вернул немало земель. Кроме того, еще и Канаде вернул те земли, которые до этого были под немцами. Ну и Венесуэлу я тоже успел сделать вассальной, чтобы у нас было больше нефти. А так, можете полюбоваться нашим великим альянсом. Уберите отсюда Японию и Китай, и это все сфера влияния Люксембурга. А на дворе всего сентябрь 43-го, и если так подумать, то я особо не спешил, очень долго вел противостояние сейчас с немцами, можно было намного быстрее закончить, и нам остается сейчас только финальный бой с Советами, у которых, между прочим, от силы 200 дивизий и все. То есть даже меньше, чем сейчас было у оси. Так что мы можем спокойненько начать оправдывать завоевания. Правда, это очень долго, 120 дней, и нет стран, на которые это можно сделать, к сожалению, быстрее. Но нападение на Советов все-таки необходимо. Во-первых, это разобраться с грозным противником, еще одним, который остался. А во-вторых, наконец-то вернуть земли Румынии, а то Советы взяли, отжали все. Само противостояние с Советами я хотел включить, конечно, в этот ролик, но оно все-таки займет достаточно много времени. А ужимать его до пары кадров из разряда «мы дошли до Киева, до Москвы и капитулировали», думаю, тоже неинтересно. Ибо баталия там весьма классная. Все-таки битва маленького слабого Люксембурга, который за 7 лет смог усилиться так, что будет громить Советов. Это, конечно, будет красиво. Так что, если вы поскорее хотите увидеть следующую часть, где мы сразимся с Советами, а потом пойдем дальше захватывать много миноров, и в том числе, возможно, на Японию, то поддерживайте данный ролик своим лайком и комментом. И, конечно же, не забывайте подписаться на канал и прожать колокольчик. До скорых встреч в новых видео.